Привет! Меня зовут Сергей, и отгадайте с 3 раз, кого же сегодня мы с вами будем плести. Правильно, это 3D-хомячок. Вы можете сплести его из резинок одного цвета, тогда вот такой вариант у вас получится. Можете сплести из полосатых резинок, а можете спинку сплести, например, из одного цвета, а животик из другого. И в этом видеоуроке мы как раз с вами и посмотрим, как он плетется. Итак, поехали! Для того, чтобы вам было немножко легче плести и чтобы вы в процессе плетения не запутались, я подготовил вам вот такую подсказку, ссылку на которую вы обнаружите в описании к этому видео на YouTube. Вы можете ее распечатать, и здесь все наглядно видно, какие ряды в процессе плетения у нас есть и что на том или ином ряду нам нужно делать. Теперь приготовьте ваш станок и расположите его, чтобы открытые стороны столбиков смотрели вправо, и чтобы центральный ряд был немножко левее, чем два других ряда. Если вы будете плести хомяка одноцветного, то вам понадобится около сотни резинок того цвета, который вы выберете. Если же вы хотите спинку делать одного цвета, а животик другого цвета, то вам понадобится около 60 резинок основного цвета и около 30 резинок белого цвета. Также нам нужно будет 2 резинки черного цвета для глаз и резинка розового цвета для носика. И понадобится еще пара застежек, клипс и пара спичек или вот таких крючков. Чуть позже вы узнаете, зачем это нужно. Ну, а мы смотрим на подсказку. Подсказка нам говорит, что первый ряд у нас базовый, и нам нужно накинуть на нем резинки 8. Давайте посмотрим, как это делается. Сначала накидываем вот между этими столбиками. Первый столбик центрального и первый столбик дальнего ряда, перекручивая резинку 8. Теперь здесь перекручиваем 8. Еще раз. На следующий соседний столбик перекручиваем 8. Здесь. Теперь это все закругляем, опускаясь вниз. Тоже каждую резинку перекручиваем 8. Опускаемся к нижнему ряду, который ближе к нам. И замыкаем этот круг, накидывая последнюю пару резинок. Одна и, наконец, вторая резинка. Первый ряд у нас с вами накинут. Теперь эти резинки нам нужно опустить на столбиках максимально вниз, чтобы освободить место для накидывания следующего ряда. Если вы посмотрите на подсказку, то второй ряд, на нем мы должны накинуть задние лапы. Но прежде чем их накинуть, нам их нужно сделать. И еще накинуть резиночку оранжевую. Вот таким образом. Сначала накидываем сюда. Но прежде чем мы начнем делать лапы, я хотел бы рассказать вам, каким образом вообще здесь этот хомяк представлен. Где его спина здесь, где ноги, где бока и так далее. Хомяк у нас будет выходить из этой конструкции вот таким образом. То есть тот ряд, который ближе к нам, он образует спину хомяка. Тот ряд, который дальше от нас, он образует живот хомяка. Поэтому, если вы хотите живот сделать белым, то вот здесь нужно накидывать резинки белого цвета. А спина у нас это резинки вот этого цвета. Я предлагаю заднюю лапу, левую, заднюю, правую лапу сделать белым цветом. И смотрите, как это делается. Берем одну резинку белого цвета, накидываем на крючок и накидываем 4 оборота. 3, 4. Берем еще одну резинку белого цвета и тоже накидываем на крючок 4 оборота. 2, 3, 4. Вот у нас получилось 2 резинки по 4 оборота, каждая накинута. Затем берем еще одну белую резинку. И нам то, что сейчас находится на крючке, нужно скинуть на эту резинку. Все 4 оборота, каждая из 2 резинок. Раз, два. Это у нас с вами задняя лапа готова. Одну из частей, один из концов этой лапы, одну из петелек нам нужно накинуть вот на этот левый угловой столбик. А вот эту часть, которая у нас сейчас находится на крючке, нам временно нужно накинуть или на спичку, или на крючок, чтобы резиночки, которые здесь накинуты, у нас не слетели. Потому что мы с вами ногу будем закреплять чуть-чуть позже.
Далее накидываем опять резинки белого цвета, потому что здесь у нас животик накинут. Животик будет накидываться. Одна, вторая, третья. И вот на этот столбик нам нужно накинуть еще одну вот такую белую лапу. Сделайте ее точно так же, как я показал вот с этой лапой. То есть сначала накиньте две резинки по 4 оборота на крючок, а потом все это скиньте на одинарную резинку. Я это предварительно сделал и уже просто готовую лапу накидываю. И вторую часть закрепляю на спичке. И мы с вами продолжаем накидывание. Здесь уже идет бачок, поэтому я использую оранжевую резинку. Раз, два. По ближнему к нам ряду идем. Раз, два. Так. И замыкаем круг, накидываем последнюю резинку. На каждом из столбиков на данном этапе у нас находятся сверху две резинки и снизу две резинки. Так вот, те резинки, две, которые находятся снизу, нам с каждого столбика нужно с внешней стороны скинуть внутрь нашей конструкции, внутрь нашего овала. С третьего столбика, с четвертого столбика, с пятого. Здесь, где находится лапа, мы с внешней стороны вот отсюда скидываем внутрь. Таким образом, чтобы лапа у нас расположилась между вот этими двумя столбиками. Здесь тоже изнутри захватываем пару нижнюю, скидываем с внешней стороны внутрь. Здесь тоже с внешней стороны внутрь. Здесь у нас лапа. Лапу можно вот сюда оттянуть немножко, чтобы можно было бы захватить нижнюю пару резинок. И берем, тоже здесь скидываем. Оп. И вот эта нога у нас тоже получается между этими двумя столбиками. И, наконец, с последнего столбика скидываем тоже пару резинок. Второй ряд мы с вами завершили. Теперь всю эту конструкцию опускаем опять максимально вниз, освобождая место для накидывания резинок следующего ряда. И смотрим на подсказку. Подсказка нам гласит, что третий ряд это у нас обычный ряд, то есть нам без всяких каких-то дополнительных манипуляций нужно накинуть резинки на станок. Берем сначала оранжевую, накидываем вот сюда. Здесь у нас животик, поэтому берем белые резинки. Раз, два, три. Пошел бачок. Теперь спинка. И последняя резинка этого ряда. Накидываем ее. Точно так же, как и в предыдущий раз, нам нужно с каждого столбика захватить две нижних резинки и скинуть их внутрь вот этой нашей конструкции. Опускаем опять ниже. Четвертый ряд у нас тоже обычный ряд, поэтому мы просто сейчас накинем резинки и просто нижние пары снимем. Опять оранжевая, опять белая по брюшку. И опять снимаем нижнюю пару резинок с каждого столбика.
Далее идет пятый ряд. На пятом ряду нам нужно накрыть задние лапы. Посмотрим, как это делается. Как обычно, начинаем вот с этой резинки оранжевой, накидываем ее и берем вот эту заднюю лапу. Та петелька, которая сейчас у нас находится на спичке, она должна оказаться вот на этом столбике, на угловом. Поэтому мы берем и просто накидываем другую часть этой лапы на столбик. И получается, вот эта лапа у нас здесь торчит. Далее накидываем белых резинок по брюшку. Одна, вторая, третья. И вторую заднюю лапу берем и ту петельку, которая находится на спичке, накидываем вот на этот угловой столбик. Накинули, спичку можно убрать. И продолжаем накидывание. Здесь уже оранжевые резинки у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И снимаем нижние пары с каждого столбика. Шестой ряд у нас обычный ряд, поэтому просто без всяких замысловатостей накидываем сначала оранжевую, накидываем по брюшку белые. И как обычно снимаем нижнюю пару с каждого столбика. Седьмой ряд. Накидываем передние лапы и уши. Но, как обычно, начинаем вот с этой резиночки. И сейчас нам нужно накинуть переднюю лапу. Передняя лапа делается следующим образом. Очень похоже на то, как создается задняя лапа. Берем резинку, накидываем 4 оборота на крючок. Берем еще одну резинку и накидываем тоже 4 оборота. 2, 3, 4. И тоже, как в задних лапах, мы с вами должны эти все обороты каждой из двух резинок скинуть на одинарную резинку. Раз и два. Но теперь смотрите, то, что сейчас у нас на крючке, ближе к корпусу пододвигаем, а вторую часть этой резинки тоже скидываем на крючок. Теперь берем еще одну одинарную резинку, накидываем на конец крючка, и то, что сейчас у нас на крючке, мы с вами снимаем вот сюда. И у нас получилась такая конструкция. Это передняя лапа. Один из концов этой конструкции скидываем на боковой столбик, а второй из концов скидываем на соседний столбик. И вот получается, эта лапа у нас закреплена. Сделайте еще одну такую лапу. Мы ее с вами будем накидывать далее. Ее, кстати, можно сделать белой, можно оранжевой. Ну, пусть у меня будет оранжевая. Здесь я буду накидывать белую резиночку для брюшка. И я предварительно уже заготовил еще одну лапу и накидываю ее вот сюда. Теперь продолжаем накидывание, как обычно. Раз и два. Теперь нам нужно накинуть ухо. Ухо делается абсолютно так же, как и задняя лапа. Берем резинку, накидываем 4 оборота. Берем еще одну. Накидываем тоже 4 оборота. 4. И все это дело мы с вами скидываем на одинарную резинку. 4 оборота одной резинки. И 4 оборота следующей резинки тоже сюда. Один из концов вот этой одинарной резинки мы с вами вот на этот столбик
накидываем, ближний к нам справа, а второй из концов накидываем вот сюда, на соседний столбик. Это у нас будет одно из ушей. Далее накидываем резинку оранжевого цвета и сделайте еще одно такое ухо. Я предварительно его сделал, и один из концов накидываю вот на этот столбик, а второй конец накидываю вот на этот. И чтобы завершить этот ряд, нам нужно накинуть резинку оранжевого цвета. Готово. Теперь, как обычно, снимаем нижнюю пару резинок с каждого столбика. Опускаем вниз. Следующий у нас 8-й ряд. На 8-м ряду нам нужно будет сделать глаза. Но прежде чем мы до них дойдем, нам нужно накинуть вот сюда оранжевую резинку. Здесь мы продолжаем накидывать белые резинки для брюшка. Я советую опускать максимально низко, чтобы еще хорошо было видно разделение между предыдущим слоем и последующим, чтобы это нам хорошо было видно. Берем еще одну оранжевую, еще одну оранжевую. А теперь вот нужно накинуть глаза. Глаза накидываются на те же столбики, что и уши. Берем резинку черного цвета, накручиваем ее на крючке 4 оборота. Берем теперь оранжевую резинку, и эти 4 оборота мы с вами скидываем вот на эту одинарную оранжевую резинку. Так. Одну из частей резинки накидываем вот на этот столбик, угловой, а вторую из частей на соседний. Далее здесь идет оранжевая резинка. А здесь опять резинка с черным глазом. Берем, накидываем 1, 2, 3, 4 оборота. Далее резинка оранжевая. Один из концов накидываем на этот столбик, а второй из концов накидываем на следующий столбик. И завершаем этот ряд накидыванием последней оранжевой резинки вот так. И, как обычно, как вы уже и догадались, скидываем с каждого из столбиков нижнюю пару резинок. Далее у нас идет 9-й ряд, обычный ряд. На нем просто накидываем резинки, как обычно. Здесь я уже предлагаю везде накинуть оранжевые резинки, потому что брюшко у нас как бы закончилось. И мы с вами сейчас накидываем вот эту часть, мордочку можно сказать. Накидываем снизу тоже и сверху оранжевые резинки. Как обычно, снимаем нижнюю пару резинок. Все плетение мы с вами завершили, и теперь мы готовы снять вот это дело со станка. Снимать нам нужно следующим образом. Вставляем крючок вот в этот боковой столбик внутрь, захватываем две резинки, которые на этом столбике находятся. Придерживаем эти резинки пальцем,
Далее вставляем крючок в следующий столбик, захватываем пару резинок, их тоже придерживаем. Берем следующий столбик, засовываем, пару забираем резинок. Далее еще одна пара, еще одна пара. И вот здесь захватим еще одну последнюю пару резинок. А на дальнем от нас ряду остались резинки на 4 столбиках. Чтобы нам их снять, нам понадобится еще один крючок. Поэтому я беру вот этот крючок, придерживаю, чтобы нечаянно с него ничего не свалилось. Вставляю вот сюда крючок, забираю резинки, которые на этом столбике лежат. Со следующего столбика забираю пару резинок. Со следующего. И, наконец, с последнего столбика тоже захватываю и забираю пару резинок. И получается у нас конструкция на 2 крючках сейчас находится. И мы с вами все это дело снимаем со станка. Станок можно отложить и подготовить оранжевую резинку. Смотрите, что нам нужно сейчас сделать. Накидываем эту оранжевую резинку на наш крючок. Натягиваем немножко. И теперь нам нужно вот эту оранжевую резинку пропустить сквозь все петельки, которые находятся на основном крючке. И с другой стороны вынуть. Вот что у меня, собственно, и получилось. Так. Вторую часть этой резинки тоже можно на крючок закинуть. Закинули. Теперь возвращаемся к другому крючку. На него накидываем одну из петелек той резинки, которую мы с вами использовали. И теперь нам нужно с помощью вот этого второго крючка пропустить вот эту резиночку через все петельки, которые находятся уже именно на нем. Пропускаю и вытягиваю. И эту часть я с вами скидываю на основной крючок. Вот у нас сейчас что получилось. Теперь нам нужно из тех резинок, которые сейчас находятся на крючке, сделать петельку. Просто один конец заводим в другой конец и натягиваем. Максимально, насколько это возможно. И можно немножко расправить нашего хомячка, вытащить ушки, если они немножко туда запали внутрь. Ушки находятся прямо над глазами. Вот. Теперь вот эта петелька, которая у нас сейчас находится на крючке, нам ее нужно закрепить на застежке, чтобы она никуда не делась. И теперь можем сделать носик. Для плетения носика нам вновь понадобится станок. Берем станок и накидываем вот на эти пару последних столбиков резинку розовую, перекручивая 8. Перекрутили. Теперь еще раз перекручиваем и накидываем обратно на тот столбик, на первый. Вот так. У нас получилось снизу перекрестие из резинок, а сверху просто обычным способом резинка накинута. Теперь мы берем нижнюю резиночку, которая образует перекрестие, и скидываем ее с внешней стороны, вот сюда, в серединку. И с другого столбика нам тоже нужно захватить нижнюю резинку и с внешней стороны скинуть внутрь. У нас получился по центру узелок. Теперь эту конструкцию давайте снимем. Сначала одну часть, потом другую накидываю на крючок. И вот у меня получается резиночка, по центру которой находится узелок. Чтобы на этот узелок было удобнее накинуть застежку, мы можем его накинуть на какие-нибудь свободные столбики. Раз, два. Берем застежку, которую мы с вами крепили на петельку у носика, и накидываем нос на эту застежку, на другой конец застежки. В центре носа у нас есть отверстие. И в это отверстие нам нужно засунуть застежку вместе вот с этой оранжевой петелькой, но таким образом, чтобы розовая резиночка, образующая нос, немножко оттуда торчала. Так, вот смотрите, здесь с этой стороны я вывожу застежку, но носик у меня немножко торчит. Отлично. То, что и требовалось. Вот передняя часть у нас готова. Теперь давайте разберемся с задней частью.
На задней части у нас здесь есть резиночки, которые здесь расположены парами. Вот одна пара, вот вторая пара, третья пара, четвертая пара, пятая и так далее по всей окружности. И нам нужно в одну из пар засунуть крючок, затем засунуть его в следующую пару, засунуть в третью пару, засунуть в четвертую пару, засунуть в пятую пару и пока хватит. Теперь возьмем резинку оранжевого цвета, накинем ее на конец крючка и проведем через все петельки, которые у нас сейчас образовались. Вытаскиваем с обратной стороны. И вторую часть можно закинуть на крючок. Отлично. Но это еще, конечно, не все. Нам нужно еще вот эти резиночки закинуть на крючок. Для этого я использую еще один вспомогательный крючок. Вставляю пару на него. Следующую пару резинок вставляю на него. Далее третья пара резинок. Четвертая пара. Пятая пара. И, наверное, все. Так. Теперь один из концов резинки, которая у нас накинута на основном крючке, я накидываю ее на вспомогательный крючок. И нам нужно вот эту резиночку провести сквозь все петельки, которые на вспомогательном крючке у нас находятся. Здесь нужно быть внимательными и нечаянно ничего лишнего не захватить. И возвращаю вот эту петельку на основной крючок. Получилось, что мы с вами одну резинку провели сквозь все петельки, которые находились в задней части этого хомяка. Теперь нам осталось сделать петельку. То есть один конечек мы в другой засовываем и затягиваем, насколько это возможно. Сюда закидываем застежку. И эту застежку нам нужно запихнуть, простите за выражение, вот сюда. Специальное отверстие. Так, теперь этого хомяка расправляем. И, в общем-то, он готов. Вот передние лапки, вот здесь задние лапки. У нас белая брюшко получилось. Симпатичный хомячок вышел. Надеюсь, данный урок вам понравился, и вы сделаете себе хомячков разных цветов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Спасибо за внимание и пока!